Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот очаровательные митинги. Связаны они буквально на 2 спицах. Для того, чтобы их связать, мне понадобился 1 час работы и моточек пряжи. Вяжутся они совсем легко, справятся с ними все желающие. Высоту митинок этих можете регулировать, как вам больше нравится. Можете их связать повыше, либо пониже. Также пальчик можно отрегулировать либо пониже, либо повыше. Левая и правая митинка вяжется совершенно одинаково, потому что рисунка здесь никакого нету. Посерединке идет лицевая гладь, верх и низ резиночкой, палец резинкой 1 на 1. Я использовала пряжу Alizé Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Спицы я использовала на резиночку 3 мм. Основное полотно лицевой гладью и пальчик я вывязывала спицей 3,5 мм. В данных митингах идет 2 шва. Один шов мы сшиваем пальчик, вторым швом мы сшиваем основное наше полотно. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом вязания, чтобы вы их смогли связать на любой размер вашей ручки. Мои митинги вяжутся из такого вот полотна. Изначально я набирала на резиночку 42 петли. Резиночка, как вы видите, эластичная, но если у вас ручка сильно худенькая, тогда можете набрать на 4 петли меньше. И далее я начала вывязывать основную резинку манжета. Данная резинка у меня составляет 7,5 сантиметров. После того, как мы с вами вывязали полностью всю резинку, далее нам нужно связать образец лицевой гладью, постирать и измерить плотность нашего вязания. Сколько у нас петель в 1 сантиметре. Далее сантиметровой лентой мерим обхват нашей ручки по косточкам. Вот таким вот образом. Обхват моей руки 19 сантиметров. Плотность моего вязания в 1 сантиметре 1,77 петли. Получается 19 сантиметров я умножаю на плотность моего вязания, и получается для вывязывания вот этой вот части мне нужно набрать 34 петли плюс 2 кромочные, так как мы будем сшивать далее это полотно. Получается 34 плюс 2 это 36 петель. Получается, после резиночки я убавляю петли до 36 петель. Таким образом, вы рассчитываете данное количество петель под свою плотность вязания и размер вашей руки. И далее вяжу лицевую гладь, вывязывая клин нашего пальчика. После того, как мы с вами вывязали весь клин пальчика, я далее провязала еще 8 рядов и закрыла петли. Получается, высоту вашего пальчика вы также можете регулировать под себя индивидуально. И далее соединила 2 половинки, провязала буквально 4 ряда лицевой гладью и продолжила вязать резиночку. Резиночку вяжем на такую высоту, которая вам больше нравится. Я свою резиночку провязала 5,5 сантиметров. Получается, резиночка 5,5 сантиметров. Лицевая гладь 8 сантиметров. Общая высота моей заготовки 20,5 сантиметров. Получается, чтобы попасть в размер вашей ручки, надо правильно высчитать вот эти вот петли лицевой глади. Если вас заинтересовала данная модель митинок, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю сейчас 42 петли. После того, как все петли набраны, мы приступаем с вами к вывязыванию резинки. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем 1 петля лицевая, далее 2 изнаночные петли, далее 2 лицевые, 2 изнаночные. Данные 4 петли, 2 лицевые и 2 изнаночные, повторяем до конца ряда. 2 лицевые петли, 2 изнаночные,
2 лицевые, 2 изнаночные. Таким образом, провязывайте далее самостоятельно. Встретимся, когда в конце у вас останется на спице левой 2 петли. У меня осталось на левой спице всего 2 петли. Провязываем 1 лицевая, и последняя кромочная петля на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей. Таким образом, мы с вами распределили петли на резинку. Первый ряд у нас шел по изнаночной стороне. Далее второй ряд у нас будет идти по лицевой стороне. И далее, начиная со второго ряда, мы вяжем просто все петли по рисунку. Второй ряд резинки. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем все по рисунку. 1 изнаночная петля, 2 лицевых, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Далее этот ряд довязывайте до конца самостоятельно. В самом конце у вас будет идти 1 изнаночная петля, и последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется всегда изнаночной. Получается, довязываем второй лицевой ряд до конца самостоятельно. Далее, получается, с третьего ряда мы также вяжем все петли по рисунку. Лицевые петли всегда провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Я буду вязать мою резиночку всего 21 ряд. Получается, 2 ряда мы с вами провязали. Далее 19 рядов я буду вязать самостоятельно. Но так как плотность вязания у всех разная, ориентируйтесь примерно, чтобы ваша резинка была 7,5 сантиметров. У меня это заняло 21 ряд. Встретимся, когда вывяжем всю резинку. Я провязала всю резинку, и если померить в сантиметрах, моя резиночка на данный момент 7,5 сантиметров. Далее мы будем вывязывать лицевую гладь, резинку уже вязать не будем, и сразу вывязывать пальчик. Получается, в первом ряду мы сразу будем переходить на спицы большего размера 3,5 мм. Также в первом ряду мы с вами должны убавить 6 петель и отметить посерединке вязания место, где мы будем вывязывать наш палец. Получается, у меня на спице располагается 42 петли. Мы эти петли должны поделить на 2 равные части. Получается, с одной стороны у меня будет 21 петля, и с другой стороны 21 петля. Посерединке ровно я повешу маркер. Получается, так как нам надо убавить 6 петель в первом ряду равномерно, поэтому в первой части я сейчас убавлю 3 петли, и во второй части я также убавлю 3 петли. Если вдруг вам надо больше либо меньше убавить петель, тогда таким же образом убавляете петли до того значения, которое вам нужно получить на спице. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее провязываю вторая петля, третья, четвертая, все петли вяжем лицевыми. Затем пятую и шестую петлю я провяжу вместе одной лицевой за правой верхней стеночки. Это наша получилась пятая петля. Дальше шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11. И следующие 2 петли я также провяжу вместе, убавляя уже вторую петлю. Далее вяжем 13 петля, 14, обратно 2 петли вместе, это наша 15 петля будет, 16, 17 и 18 петля. Мы довязали до нашего маркера, убавили 3 петли, и у нас из 21 петли получилось 18 петель. После того, как мы с вами провязали первую часть петель, я вешаю второй наш маркер, и между маркерами из протяжки я должна поднять одну петлю. С лицевой стороны вводим спицу на изнаночную вот таким вот образом. Данную протяжку переносим на левую спицу, и сейчас вот эту вот протяжку я провяжу как
лицевая скрещенная петля за верхнюю стеночку петли. Вот таким вот образом у нас на спице получилась одна дополнительная петля. И вот эта уже петля у нас будет относиться к нашему пальчику. Перебрасываем второй маркер на правую спицу. И теперь вторую часть петель мы также должны провязать лицевыми петлями, при этом убавляя 3 петли. Вяжем первая, вторая, третья петля. Четвертую и пятую петлю я провяжу вместе одной лицевой за правую верхнюю стеночку. Одну петлю мы с вами убавили. Далее вяжем пятая, шестая. Следующие 2 петли я также провяжу вместе за правую верхнюю стеночку. Это наша 7-я петля, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я петля и далее обратно 2 петли вместе. 14-я, 15-я, 16-я, 17-я и последняя кромочная 18-я петля у нас всегда будет провязываться изнаночной. Мы, получается, с вами перешли с резинки на лицевую гладь. Добавили в первом ряду 1 петлю, также добавили второй маркер и перешли на спицы большего размера. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, и получается во всех изнаночных рядах мы будем провязывать все петли изнаночными, без каких-либо добавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее просто вяжем все петли изнаночными. Дошли до первого маркера, маркер перебрасываем, вот эту вот петлю добавленную мы также провязываем в изнаночном ряду всегда изнаночными петлями. Второй маркер перебрасываем и далее продолжаем вязать. Далее, начиная с 3-го ряда, мы уже будем прибавлять петли, также между маркерами, но уже по 2 петли в каждом лицевом ряду. Получается 3-й ряд, первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми до первого маркера. Маркер перебрасываю на правую спицу. Теперь из протяжки сразу после первого маркера мы должны поднять 1 петлю. Получается, ввожу мою правую спицу в протяжку между петлями с лицевой стороны на изнаночную и набрасываю вот эту вот протяжку на левую спицу. Теперь ее провязываю лицевой скрещенной за верхнюю стеночку петли. Провязываем петлю 1 и также перед вторым маркером мы также из протяжки должны добрать петлю. И сейчас получается перед вторым маркером мы подхватываем вот эту вот протяжку между петлями, вводим правую спицу с изнаночной стороны на лицевую вот таким вот образом. И вот эту вот протяжку я набрасываю на мою левую спицу. Теперь эту протяжку я провязываю лицевой скрещенной, получается, за нижнюю стеночку петли. Таким образом, вот эти вот наши добавленные петли будут смотреть в разные стороны. Одна получается вправо, другая влево. Далее второй маркер я перебрасываю, и все оставшиеся 18 петель после маркера я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Получается, смотрите, в вот этих вот боковых петлях у нас изменений никаких не будет. Получается, в лицевом ряду мы вяжем петли лицевыми, в изнаночном изнаночными. Только будем добавлять петли между маркерами в лицевом ряду. В изнаночном ряду добавления никакие не делаем. Получается, мы с вами провязали 3-й ряд. И у нас уже между маркерами располагается 3 петли. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. И 4-й изнаночный ряд мы провяжем самостоятельно, просто все петли изнаночными. 4 ряда мы провязали, и теперь, начиная с 5-го ряда, мы будем уже петли нашего большого пальчика провязывать резинкой 1 на 1.
Вот таким вот образом у вас должен выглядеть далее будет ваш большой пальчик. Получается, первую кромочную петлю мы снимаем, и до первого маркера мы провязываем все петли лицевыми. До первого маркера я петли все провязала, маркер перебрасываю на правую спицу. Теперь сразу после первого маркера мы поднимаем из протяжки дополнительную петлю. Ввожу спицу с лицевой стороны на изнаночную. Вот эту вот протяжку я набрасываю на левую спицу. И теперь ее провяжу лицевой скрещенной петлей за правую короткую стеночку петли. И далее мы будем провязывать 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 1 изнаночная. Довязали до второго маркера, и перед вторым маркером мы поднимаем также из протяжки петлю. Ввожу спицу с изнаночной стороны на лицевую и поднимаю вот эту вот протяжку, набрасываю ее на левую спицу и провязываю лицевой скрещенный за короткую стеночку петли. Далее второй маркер я перебрасываю, и следующие все петли я буду провязывать лицевыми, последняя кромочная. Шестой ряд по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю мы снимаем, и до первого маркера мы провязываем все петли изнаночными. Маркер перебрасываем на правую спицу, и теперь петли пальчика мы в лицевом и в изнаночном ряду должны провязывать все резинкой 1 на 1. Получается, вторую петлю мы с вами должны провязать лицевой, значит первая добавленная петля у нас провязывается изнаночной. Провязываем 1 изнаночная, 2 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевая и 1 изнаночная петля. Второй маркер перебрасываем, и далее до конца ряда провязываем все петли изнаночными. Мы с вами провязали уже 6 рядов. Давайте еще пару рядов мы с вами провяжем, далее будете вязать самостоятельно. Получается, 7 ряд, первую кромочную петлю мы снимаем, и до первого маркера мы вяжем все петли лицевыми. Маркер перебрасываю на правую спицу. Сразу после первого маркера мы с вами должны добавить 1 петлю. Ввожу спицу в протяжку с лицевой стороны на изнаночную. Вот таким вот образом. Набрасываю эту протяжку на левую спицу и провязываю ее лицевой скрещенной за верхнюю стеночку петли. Все оставшиеся петли до второго маркера мы должны провязывать по рисунку резинкой 1 на 1. 1 лицевая и 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, и перед вторым маркером мы также должны добавить 1 петлю. Ввожу правую спицу в протяжку с изнаночной стороны на лицевую. Эту протяжку набрасываю на левую спицу и провязываю лицевой скрещенной за нижнюю стеночку петли. Второй маркер я перебрасываю, и далее все петли на левой спице мы провязываем лицевыми, последняя кромочная изнаночной. 8 ряд по изнаночной стороне. Получается, первую кромочную петлю мы снимаем, и до первого маркера мы провязываем все петли изнаночными. Маркер я перебрасываю, и далее мы все петли, которые находятся между первым и вторым маркером, должны провязывать резинкой 1 на 1. Смотрим, как у нас провязана вторая петля. Получается, у меня вторая петля провязывается изнаночной. Таким образом, первую добавленную петлю мы должны с вами провязать лицевой, чтобы у нас получилась резинка 1 на 1. Провязываем 1 лицевая петля, 2 изнаночная. 1 лицевая, 2 изнаночная. 1 лицевая, 2 изнаночная. И последняя петля получается также лицевая. Второй маркер я перебрасываю, и далее все петли на левой спице мы довязываем все изнаночными. Таким образом мы будем вязать самостоятельно до того, пока у меня между первым и вторым маркером не получится 17 петель. Получается, все лицевые ряды, все петли вяжем до первого маркера лицевыми. Сразу после первого маркера мы поднимаем протяжку и провязываем ее лицевой скрещенной. Спицу вводим с лицевой стороны на изнаночную. И далее провязываем петли между первым и вторым маркером все резинкой 1 на 1. И перед
Вторым маркером мы также из протяжки добавляем вторую петлю. Спицу вводим в протяжку с изнаночной стороны на лицевую. Все остальные петли далее провязываем лицевыми. Последняя петля провязывается изнаночной. Все изнаночные ряды. В изнаночных рядах мы петли никакие не добавляем, но петли между маркером провязываем резинкой. Петли боковые провязываем изнаночными. Встретимся, когда у нас на спице будет располагаться 18 петель с одной стороны, 18 петель с другой стороны, и между маркерами 17 петель, вывязанные резинкой 1 на 1. Я, получается, самостоятельно провязала до того, пока у меня между маркерами не получилось 17 петель. Получается, до резиночки у меня провязано примерно 6 сантиметров. Общая заготовка моя 13,5 сантиметров. Все петли на пальчик я добрала, и далее мы будем вывязывать только петли нашего пальца. Сейчас, получается, я все мои петли перенесу на 3 разные спицы. На одной спице у меня будет располагаться 18 петель. На второй спице будет располагаться 17 петель большого пальца. И на третьей спице 18 петель. Вот таким вот образом у меня сейчас выглядит мое вязание. Вот эти вот боковые петли мы сейчас не будем вязать. Будем довязывать наш большой палец. Рабочую ниточку я не обрезаю, я ее оставляю. Мы ей далее будем продолжать вязать после того, когда вывяжем полностью весь палец. Сейчас, получается, я возьму для того, чтобы вывязывать палец, либо ниточку с середины мотка, либо со второго моточка. Прикладываю нить. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас присоединяется новая нить. И далее все петли я вяжу по рисунку. Одна изнаночная петля, вторая лицевая, одна изнаночная, вторая лицевая, одна изнаночная, вторая лицевая. И таким образом мы вяжем все наши 17 петель. Когда у вас остается одна петля на левой спице, я ее буду провязывать как кромочную изнаночной петлей. Мы с вами, получается, провязали первый ряд нашего пальца. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и по изнанке вяжем второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее вяжем все петли по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Продолжаем таким образом. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. И далее мы будем продолжать вязать вот эти петли. Сейчас я самостоятельно провяжу еще 6 рядов. Получается, 2 ряда мы с вами вместе провязали, 6 рядов я провяжу самостоятельно. Но вот эту вот высоту большого пальчика вы можете регулировать под себя, как вам больше нравится. Получается, высота моего большого пальца закрывает, вот видите, полностью мой весь пальчик. Остается только один ноготь. Если вам хочется связать этот пальчик ниже либо выше, тогда вы регулируете это под себя. Получается, я в моем случае провяжу еще 6 рядов. Вы вяжете столько рядов, сколько вам будет необходимо. Провязываем самостоятельно высоту нашего пальчика. Вяжем, получается, резиночкой 1 на 1. Все петли по рисунку, как они располагаются, так мы и вяжем. Все кончики мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Я, получается, провязала самостоятельно 6 рядов. Далее я рабочую нить обрезаю, но обрезаю немножко побольше, чтобы сейчас этой нитью закрыть все петли на спице и затем этой же нитью сшить шов нашего пальца. Если померить в сантиметрах, мой пальчик от первой добавленной петли составляет 9 сантиметров.
Всего на данный момент моя заготовка 16,5 сантиметров. Далее мы рабочую нить, ту, которую только что обрезали, вводим в иголочку с широким ушком и будем иголкой закрывать все наши петли. Получается, вводим иглу в 2 петли сразу и выводим иглу. Петли со спицы никакие не снимаем. Обратно иголку вводим в 3 петли и прошиваем их. Затем одну петлю со спицы мы снимаем. Край разровнять после каждой снятой петли. Обратно вводим иглу сразу в 3 петли и прошиваем их. Затем одну петлю я снимаю. Край разровняю. Обратно вводим иглу сразу в 3 петли и прошиваю их. Затем одну петлю со спицы я снимаю и край разровняю. И таким образом мы, получается, сшиваем далее. После того, как у нас на спице осталось только 3 петли, получается, вводим сразу в 3 петли, прошиваем их, одну петлю со спицы я снимаю. Далее иголочку вводим в оставшиеся 2 петли, прошиваем их, и затем уже все 2 петли я снимаю со спицы. Вот такой красивый зубчиками край у нас с вами получился. Далее мы эту ниточку оставляем и в самом конце этой ниточкой сошьем наш пальчик. Получается, пальчик наш готов. Теперь вот эти вот боковые все петли переносим на одну спицу и будем далее вывязывать вот эти вот боковые стороны. Все петли я перенесла на одну спицу. Вот такой вот пальчик у нас с вами получился. И далее будем вывязывать вот эти вот петли одним полотном. Получается, берем нить, ту, которую мы с вами оставляли. И дальше этой нитью будем вязать. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми. Первую нашу часть петель. После того, как мы с вами провязали первую часть петель, дальше этой ниточкой сразу же продолжаем вязать следующие 18 петель. Хорошенько подтягивайте ниточку, чтобы не образовывалось между петлями сильно большой протяжки. И далее вяжите до конца ряда. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной петлей. Мы с вами соединили 2 наши части в одно полотно. Далее второй ряд по изнаночной стороне вяжите самостоятельно все петли изнаночными. Затем третий ряд все петли лицевыми и четвертый ряд все петли изнаночными. Получается, один ряд мы с вами провязали, 3 ряда мы с вами провяжем самостоятельно. Встретимся, когда провяжем лицевой гладью 3 ряда. 3 ряда я провязала самостоятельно. На этом наша лицевая гладь с вами заканчивается. Получается, моя лицевая гладь составляет примерно 8 сантиметров. Далее я буду заканчивать мою митинку резиночкой также 2 на 2. Смотрите, в моем случае вот таким вот образом выглядит вот эта вот резиночка. Но высоту этой резинки вы регулируете под себя, как вам больше нравится. Можете ее связать поменьше высоты, можете ее связать побольше. Как вам больше нравится, чтобы ваша митинка хорошо смотрелась на вашей ручке. Для вывязывания дальнейшей резинки я буду переходить на спицы меньшего размера 3 мм и довязывать митинку буду свою на спицах 3 мм. Но для того, чтобы получить резинку 2 на 2, мне сейчас нужно добавить 2 петли. Если у вас другое количество петель, смотрите, чтобы оно у вас делилось на 4 плюс 2 кромочные петли. Получается, я
В одной боковой части добавлю одну петлю и во второй боковой части также добавлю одну петлю. Добавляем равномерно все петли. Первая кромочная петля у нас снимается, петля у нас изнаночная, далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, и давайте из следующей петли мы вывяжем с вами 2 петли. За нижнюю стеночку петли я вывязываю вторую лицевую петлю, переносим рабочую ниточку перед работой, за верхнюю стеночку петли я провязываю первую изнаночную петлю. Мы, получается, с вами из одной петли вывязали 1 лицевую и 1 изнаночную петлю. Лицевую за нижнюю стеночку, изнаночную за верхнюю стеночку. Далее по рисунку вторая изнаночная петля, далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, и далее из следующей петли я также вывяжу 2 петли. За нижнюю стеночку петли я вывязываю вторую лицевую петлю, и далее переносим рабочую ниточку перед работой, за верхнюю стеночку петли я провязываю первую изнаночную петлю. У нас с вами образовалось из одной петли 2. Далее по рисунку вторая изнаночная петля. И продолжаем. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная и кромочная. Мы с вами распределили все петли для дальнейшей нашей резинки. И, соответственно, перешли на спицы меньшего размера. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и по изнаночной стороне вяжем все петли по рисунку. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом довязываем полностью весь ряд до конца. В самом конце последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Мы с вами провязали второй ряд резинки. Далее мы будем вязать самостоятельно. В моем случае моя резиночка составляет 5,5 сантиметров. Но, как я и говорила, вот эту вот высоту резинки каждый регулирует под себя, как вам больше нравится. Если вам хочется пониже, чтобы ваши митинги были, тогда вяжите ее меньше. Для того, чтобы получить 5,5 сантиметров, в моем случае я буду вывязывать резиночку мою 16 рядов. Встретимся, когда вывяжем всю резинку до закрытия петель. Я провязала всю мою резиночку. В сантиметрах эта резинка у меня 5,5 сантиметров. Общая заготовка 20,5 сантиметров. Заготовочка для нашей митинги готова. Осталось закрыть петли и сделать 2 шва. Получается, для закрытия петель обрезаем ниточку также немножко подлиннее, чтобы этой нитью сейчас закрыть все петли. И далее этой же ниточкой сшить полностью весь шов. Мы сейчас вставляем нить в иглу с широким ушком. Закрывать петли мы будем таким же образом, как мы закрывали петли в пальчике. Получается, вводим иглу сначала в 2 петли, прошиваем эти 2 петли. Петли со спицы сейчас никакие не снимаем. Теперь вводим иголочку уже в 3 петли, прошиваем их. И первую петлю со спицы мы снимаем. Шов разровняем. Далее обратно вводим иголочку сразу в 3 петли. Прошиваем их. И первую петлю со спицы я сняла, шов разровняла. Обратно вводим иголочку сразу в 3 петли. Прошиваем данные 3 петли.
Одну петлю со спицы снимаем и шов разровняли. И таким образом я буду закрывать все наши петли. После того, как у вас в конце осталось 3 петли, сначала мы эти 3 петли прошиваем, вводим иголочку сразу в 3 петли и прошиваем их между собой. Одну петлю со спицы я снимаю. Далее вводим иголочку в оставшиеся 2 петли и снимаем со спицы сразу 2 петли. Вот такой вот красивый аккуратный край у нас с вами получился. И далее нам осталось только сшить нашу митинку. Изначально мы с вами сошьем пальчик, вводим иглу в нить, которая относится к пальчику, и будем этой нитью сшивать. Вводим иголочку в противоположную сторону за кромочную петлю за 2 дужки и соединяем данные 2 части нашего пальчика. И далее наш пальчик мы будем сшивать за дужку кромочной петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне внутренней. Получается, вводим иголочку с изнаночной стороны на лицевую за дужку кромочной петли с одной стороны. И таким же образом со второй стороны за дужку кромочной петли, которая располагается ближе к изнаночной стороне пальчика. Получается, с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С изнанки на лицо вводим иголочку. С одной стороны. Со второй стороны. Петли пальчика мы все сшили, шов мы разровняем, и далее вот это вот отверстие мы будем сшивать таким же образом. За дужки кромочной петли, получается, с изнанки на лицо вводим иголочку, сшиваем с одной стороны нашу заготовочку и таким же образом со второй стороны. С одной стороны. И со второй. И последний раз с одной стороны и со второй. Далее иголочку выводим на изнаночную сторону и по изнаночной стороне нить закрепляем и обрезаем. Получается, наш пальчик готов. Шов очень красивый и аккуратный получается. Я вдела рабочую нить в иглу с широким ушком, и сейчас будем сшивать основной наш шов. Изначально вводим иглу за 2 дужки кромочной петли в противоположную сторону и соединяем эти 2 стороны. И затем мы будем сшивать именно этот шов не за кромочные дужки, а именно дужки петель, которые располагаются сразу за кромочной петлей, как с одной, так и со второй стороны. Получается, вводим иглу за дужку петли, которая располагается сразу за кромочной петлей, иглу вводим сверху вниз с одной стороны и таким же образом вводим со второй стороны. С одной стороны и со второй. Вот таким вот образом мы будем сшивать с вами полностью этот наш шов. Вводим иголочку за кромочную дужку петли, которая располагается сразу за кромочной петлей с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Ориентируйтесь больше не на кромочные петли, а просто чтобы шов у вас шел равномерно. Сшиваете таким же образом
Далее полностью всю нашу резинку до лицевой глади. Я полностью сшила шов нашей резиночки, и далее у меня идет лицевая гладь. Гладь мы сшиваем таким же образом. Получается, вводим иголочку в дужку, которая располагается между кромочной петлей и следующей лицевой петлей за внутренние вот эти вот дужки петель с одной стороны и таким же образом со второй стороны. Иголочку вводим снизу вверх с одной стороны и таким же образом со второй стороны. С одной стороны и со второй стороны. Получается, таким образом мы сшиваем далее полностью весь шов, лицевую гладь и резинку. Встретимся, получается, когда сошьем полностью весь шов. Я сшила полностью весь шов. Вот таким вот образом он у меня выглядит. Далее мы этот шов разровняем в разные стороны, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Рабочую нитку на изнаночной стороне закрепим и обрежем. И после того, как мы с вами полностью связали вторую нашу митинку, нам осталось ее постирать, чтобы петли ровненько легли. Носите с удовольствием, вяжите с удовольствием. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.